Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом домашних глазированных сырков. Их вкус я люблю с детства. Домашние сырки получаются ничем не хуже сырков из магазина. Все продукты в рецепте комнатной температуры. У меня 400 грамм творога жирностью 5%. Жирность творога по вкусу. К творогу добавляю 50 грамм сахарной пудры по вкусу, 10 грамм ванильного сахара, тоже по вкусу, и 40 грамм растопленного сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Сначала все перемешиваю лопаткой. А затем при помощи погружного блендера перебиваю творог в однородную кремообразную массу. Вот такая консистенция творога получилась. Для удобства перекладываю творог в кондитерский мешок. Мешок завязываю. Другой мешок наполняю густым джемом из золотистой смородины. Его количество по вкусу. Джем я предварительно немного нагрела на водяной бане, чтобы с ним было легче работать. Ссылка на рецепт джема появится в подсказке вверху экрана. Вы можете использовать любой густой джем или варенье по вашему вкусу. Для формирования сырков я использую силиконовую форму. Если у вас нет формы, то можете завернуть творог в пищевую пленку, придав будущим сыркам, например, форму цилиндра. Отрезаю кончик кондитерского мешка и наполняю форму творогом. При помощи ложки утрамбовываю творог, чтобы в форме не осталось пустот. И делаю небольшое углубление, которое потом заполню джемом. Я хочу, чтобы джем находился внутри творожного слоя. Отрезаю кончик корнета с джемом и наполняю им форму. Сверху снова кладу слой творога, слегка утрамбовываю его ложкой и выравниваю шпателем, чтобы поверхность сырка была ровной. Теперь форму с будущими сырками убираю в морозильную камеру до полного застывания. Готовлю шоколадную глазурь. 250 грамм черного горького шоколада, содержание твердого какао 80%. Нагреваю на паровой бане до расплавления шоколада. Также шоколад можно растопить в микроволновой печи короткими импульсами по 10-15 секунд. Добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха и перемешиваю до однородности. Даю глазури остыть до температуры примерно 33-34 градуса. Мои сырки стояли в морозилке примерно 8 часов. Извлекаю сырок из формы и поливаю его шоколадной глазурью. Даю излишкам шоколадной глазури стечь и кладу сырки на доску, застеленную пищевой пленкой. Последние сырки получились некрасивыми, так как я их поливала уже остатками шоколадной глазури, которая уже начала застывать. Убираю сырки в морозильную камеру на 10 минут
чтобы они немного охладились. Здесь примерно 30 грамм белого шоколада с карамелью. Содержание твердого какао 34%. Шоколад в завязанном кондитерском мешке растапливаю в микроволновой печи короткими импульсами по 10-15 секунд. Наношу шоколад на сырки. Нужно было шоколад нагреть чуть больше, чтобы он стал более текучим. И тогда его можно было бы нанести тонкими линиями. Но получилось то, что получилось. Хоть сырки получились некрасивые, зато вкусные. Отправляю их в холодильник на 30 минут, чтобы шоколад застыл. Вот такие сырки у меня получились. Список продуктов, которые я использовала, чтобы приготовить глазированные сырки, вы сейчас видите на экране. В качестве начинки для сырков можно использовать любой джем или варенье по вашему вкусу. Или вообще начинку не класть. Также в творог можно добавить кусочки печенья или вафель. Тоже получится вкусно. Или положить печенье сверху на творог. Я готовила такие сырки, они получаются очень вкусные. Но на момент съемки у меня под рукой не было ничего подходящего. Поэтому я сняла рецепт в таком виде. Все члены моей семьи любят глазированные сырки с детства. А домашние сырки им нравятся даже больше, чем сырки из магазина, так как их можно готовить с любыми начинками и любой глазировкой. И украшать сырки тоже можно по-разному. Орехами, вафельной крошкой или печеньем, хлопьями и так далее. В общем, украшайте сырки так, как вам подскажет ваша фантазия. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!